Сын Александра Малинина, Никита Малинин, хорошо известен широкому зрителю как эстрадный исполнитель и участник телепроекта «Фабрика звезд». Однако далеко не все знают, что в жизни молодого человека был удивительный подвиг, поступок настоящего человека, который полностью изменил жизнь молодого артиста и заставил его посмотреть на происходящие события совсем по-другому. До 2022 года Никита Малинин был типичным представителем российского шоу-бизнеса, давал музыкальные выступления, записывал альбомы и выступал на корпоративных концертах. Однако осенью 2022 Никита Александрович принимает беспрецедентное решение. Никита Малинин отправляется в зону спецоперации защищать интересы своей родины. С первых дней участия в спецоперации Никита Малинин показывает себя с самой лучшей стороны. Он сразу становится душой компании, совершает героические поступки, а в минуты отдыха поддерживает боевой дух своих друзей с помощью своих музыкальных выступлений. Уже через 2 недели после участия в СВО Никита Александрович Малинин награжден медалью за отвагу. Однако в ноябре 2022 года происходит чрезвычайное событие, которое изменило всю дальнейшую жизнь Никиты Малинина. Никита Александрович Малинин, будучи уже в тот момент командиром взвода, идет со своими товарищами в разведку и нарывается на засаду. Никита Малинин, чтобы спасти своих товарищей, отвлекает внимание противника, просит своих друзей отходить, а сам принимает неравный бой. По сводке Министерства обороны Российской Федерации стало известно, что 19 ноября 2022 года Никита Малинин в одиночку уничтожил вражеский танк, однако сам попал под гусеницы второго танка. Никита Александрович остался жив, однако получил тяжелейшие увечья и надолго оказался в госпитале. Лечащие врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь молодого человека. Это им удается, однако Никита Малинин лишается правой ноги. Происходит срочная операция по ампутации конечностей. Спустя несколько месяцев после длительного лечения в госпитале Никита Малинин возвращается домой. Однако молодого человека вновь ожидает серьезная травма, на этот раз психологическая. Молодого человека покидает супруга, с которой он прожил более 10 лет. Она не захотела жить с человеком-инвалидом. Данное событие настолько надломило Никиту Александровича, что он впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. Самый тяжелый жизненный момент для Никиты Малинина: к нему пришла на помощь медсестра Наташа, которая ухаживала за Никитой Александровичем во время лечения в госпитале. Медсестра Наташа принимает активное участие в жизни Никиты Малинина. Вместе они посещают спортивный зал, где Никита Малинин с помощью специальных упражнений возвращает себе прежнюю спортивную форму. Никита Малинин прекращает употреблять спиртные напитки, и у него появляется надежда на счастливое будущее. Девушка смогла вернуть молодого человека к прежней жизни, и Никита Малинин вновь поверил в свои силы. Молодые люди вскоре поженились, лечащие врачи сделали Никиту Александровичу хорошие ножные протезы, и Никита Малинин даже нашел новую работу – преподаватель ОБЖ и сторож в одной из школ города Москвы. Спустя какое-то время Никиту Малинина замечает антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и приглашает молодого человека на должность заместителя организации. Никита Малинин развивает активную деятельность и часто участвует в опасных проверках. Как казалось, жизнь молодого человека полностью наладилась. Однако в марте этого года новая трагедия настигает Никиту Александровича. Весной прошлого года во время трагедии в Крокусе трагически погибает его супруга медсестра Наташа, и Никита Малинин вновь остается один. После пережитой трагедии Никита Малинин надолго оказывается в больнице. У него диагностируют обширный инфаркт.
и вновь личная жизнь артиста оказывается связана с лечащими врачами. Врач первой категории по имени Анна ухаживает за Никитой Малининым, а спустя 9 месяцев после страшной трагедии Никита Александрович и Анна сочетаются законным браком. На данный момент Никита Александрович Малинин является активным сотрудником антикоррупционного комитета и ведет постоянную борьбу против коррупции и преступности. Лечащие врачи сделали отличные протезы для Никиты Малинина, настолько хорошие, что Никита Александрович иногда участвует в телевизионных программах и музыкальных выступлениях. Однако, как говорит сам Никита Малинин, основная цель его деятельности – это постоянная борьба за справедливость, порядок и независимость Родины. Не менее трагична судьба и другого героя нашего времени, старшего сына Дмитрия Харатьяна, Ивана Харатьяна. Иван Харатьян, так же как Никита Малинин, участвовал в спецоперации, однако в отличие от Никиты Александровича не вернулся домой, а погиб героической смертью. Иван Харатьян – единственный представитель российского шоу-бизнеса, который за свой подвиг был удостоен звания Героя России. Чрезвычайное событие произошло еще зимой 2023 года. Иван Харатьян и его товарищи сопровождали специальный поезд, который направлялся в зону спецоперации. В поезде находились ценные вещи, продукты питания, медикаменты и другие необходимые принадлежности для участников спецоперации. На одной из станций было совершено нападение, и Иван Харатьян вместе со своими друзьями приняли неравный бой. Сыну Дмитрия Харатьяна и его товарищам удалось отстоять поезд, однако это было сделано с большими потерями. Иван Харатьян в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь. Сына Дмитрия Харатьяна, Ивана Харатьяна, навещает в госпитале министр обороны Российской Федерации. В тот момент им являлся Сергей Шойгу. Он вручает молодому человеку орден Героя России. Однако, несмотря на все усилия лечащих врачей, молодой человек уходит из жизни. Жизнь Героя России спасти не удалось. 19 января 2023 года похоронили Ивана Харатьяна. Это далеко не единственные примеры, когда представители российского шоу-бизнеса встают на защиту своей родины. Достаточно вспомнить других героев и ярких представителей известных семей. Внук Вячеслава Малежика, внук Никиты Михалкова и сын Александра Маршала. Внуки Михалкова и Малежика трагически погибли, а сын Александра Маршала долгое время находился в тяжелом состоянии после участия в спецоперации. Уважаемые зрители, предлагаем вам почтить память героев лайком под этим видео и теплым комментарием.